Всем привет, с вами Дэн, и давненько уже несколько лет, как на канале не было бренда Squale. И давайте открывать вот этот вот такой приятный чехол-скрутку, я бы сказал, travel case, который стоит заиметь, потому что он очень приятно сделан. Ну, давайте смотреть. Значит, здесь гарантийная карточка Squale. Из приятной кожи очень сделан чехол. Но самое главное, понятное дело, это, конечно же, часы. И здесь, да, здесь, наверное, самая известная модель от Squale. Это Squale 1521 и конкретно версия Blu-ray. Дымчатый циферблат, градиент, такой морской синий цвет. Ну, собственно... Что такое 1521, да? Это, ну, как мне кажется, это, наверное, самая известная линейка бренда. И 1521 это в свое время был такой производственный номер корпуса, который создали еще в 60-х годах. Ну, и тогда он имел такой вот шифр. И сейчас у Squale линейка называется 1521. Ну, еще другое название это 50 атмос, да, 50 атмосфер или 500 метров водозащиты. Наверное, это один из самых в целом узнаваемых корпусов в мире, и уж для Squale, наверное, самый узнаваемый. Это такая немножечко утопленная заводная головка в районе отметки 4 часа, мощные ушки, достаточно широкие, и классический дайверский такой безель, плюс очень хорошо узнаваемые стрелки разной длины, естественно, и разного цвета, контрастные. Это как раз вот прям, знаете, когда смотришь на такие часы, ты сразу понимаешь, что это, конечно же, дайвер. Корпус здесь из стали 316L, водозащита максимально внушительная, как я уже сказал, 500 метров. Внутри стоит механизм Sellita SW201 в версии Elabor, то есть в версии премиальной. Это уже очень даже серьезно и приятно. 38 часов запас хода, 26 камней, 28 800 полуколебаний в час. Стекло сапфировое с внутренним антибликом, безель стальной с алюминиевой вставкой, на метках и стрелках суперлюминова C3, каучуковый ремешок в этой версии. Есть, кстати говоря, разные версии, есть разные расцветки циферблата. Ну, линейка максимально насыщенная, в принципе, можно подобрать под любой, в общем, свой вкус. Для России это новый бренд, и оставлю ссылку на официальный русский сайт. Теперь Squale можно купить официально и в России. Swissmade и ритейл в России по этой модели примерно 115 тысяч рублей. Давайте посмотрим по размерам, потому что, раз уж мы говорим про дайверские часы, это, конечно же, максимально важно. 42 миллиметра практически, да, здесь, если мы смотрим по безелю. По высоте 12,7. Если мы говорим про размер ремешка, то здесь он 20 миллиметров. И от ушка до ушка 49. Мое запястье 18,5 сантиметров в обхвате. Ну и на моем запястье, как мне кажется, эта модель смотрится максимально универсально. То есть здесь... Все вот так, как надо для дайвера. Не слишком маленькие и не слишком большие. И есть только винтажа. И, конечно, эти часы не смотрятся прям вот на 100% какими-то винтажными. Они вполне себе современными. Но вообще мне кажется, что вот такой вот именно дизайн, он вневременный. Он всегда будет достаточно актуальным. Плюс очень удобно, да. Заводная головка утопленная, как я уже говорил, и она у отметки 4 часа, и на запястье это никак не сказывается, то есть при носке это, ну, прям здорово. Честно говоря, я хотел всегда показать эту модель. У меня была модель, одна из моделей Squale, это был Homage Rolex,
И, кстати, нужно сказать, что несколько лет назад Сквалия прекратил уже выпуск Хамажи и занялись расширением линеек, и линейки разные, и цветов больше добавили. В общем, они активно развиваются. Кстати, у них там есть такой, да, фанат, очень известный, Тристана TGV, который продвигает бренд уже, наверное, последние лет 10. А вообще у Сквалия давняя история. А еще с 1946 года, когда Шарль фон Бюрен производил корпусы для дайверских часов в Швейцарии, а с 1959 года стал выпускать и собственные часы под брендом Squale. Кстати, Squale это не итальянское, это французское. С французского переводится как акула. При этом все равно основа бизнеса Squale, конечно же, была, ну, точнее, даже не Squale, а фон Бюрена. Это было производство корпусов, потому что в 60-х, 70-х годах, например, корпус 50 Atmos, как раз 1521, этот самый корпус из сегодняшнего обзора, использовали и Блампа, и Хойер, когда он еще не был так Хойером, и Докс, и другие компании. И такая же история была и с другими корпусами от Squale. А вообще вот аутсорсинг, конечно же, да, когда компания корпусы покупает в одном месте, стрелки в другом месте, циферблаты в третьем, механизмы в четвертом. Это всегда было характерно очень для швейцарского часового дела. И, в принципе, такая же ситуация сейчас сохраняется. Просто многие пытаются завуалировать это. Вот мы там мануфактура, мы там еще что-то. А на самом-то деле многие покупают где-то со стороны эти все запчасти. И это все сохраняется. И Squale как раз исторически был брендом, который производил корпуса для многих нынче экстра-люксовых брендов. Вот. Но, тем не менее, так или иначе, они все-таки потом перешли к тому, чтобы делать и свои модели. Потом, понятное дело, был кварцевый кризис. В итоге бренд нынче принадлежит итальянской семье Магли. Они раньше были дистрибьюторами Squale. Ну и, как я сейчас сказал, они начали уже достаточно активно развивать бренд Squale. Ну, а культовые модели, конечно же, они остаются в каком-то плане нетронутыми. С другой стороны, циферблаты там развиваются. И вот в этой модели, в 1521, версии Blu-ray, мне очень нравится циферблат, потому что здесь как раз-таки градиент. В центре он синий, такой глубокое морское, да, вот глубокий морской темный синий цвет. А по краям он переходит вообще уже в черный. И, ну, часы смотрятся красиво, да, очень стильно, я бы сказал, даже дорого, классно. Эта версия очень интересная. И хорошо, что вот эта вставка, да, алюминиевая на безеле, черный цвет, она хорошо перекликается с как раз минутной разметкой, где у нас уже тоже черный градиент, поэтому в один тон, а центр у нас синий. И за счет этого часы кажутся, может быть, даже чуть меньше, чем есть на самом деле. Очень такая, получается, элегантная, аккуратная модель, хотя перед вами, по большому-то счету, дайвер с водозащитой 500 метров. Но вообще интересно, да. Контрастная часовая и минутные стрелки улучшают читаемость. Здесь читаемость, конечно же, просто на высоте. Метки здесь не накладные, здесь метки печатные, плюс покрыты люминофором полностью, да, и за счет этого, опять же, читаемость несколько улучшается. Есть дата, окошко даты у отметки 3 часа, контрастная, то есть кому-то понравится, кому-то нет, но с другой стороны дата здесь неплохо читается. Логотип компании и классическое, опять же, вот тут вот, да, такое изображение акулы, Squale. Это все тоже печатное по центру, и Swissmade у нас у отметки 6 метров. Безель. Очень приятный, здесь все такое вот на ощупь приятное, гладкое. Я бы даже сказал, может быть, в ущерб хвату, потому что в мокрых перчатках или мокрыми пальцами, ну, конечно, не самое удобное будет хват по безелю. Ну, с другой стороны, мы все с вами понимаем прекрасно, что все-таки большинство дайверских часов, они остаются на суше, в лучшем случае где-нибудь там с коктейлем у бассейна. А в повседневе, когда у вас такой гладкий безель, это, конечно же, удобно, потому что ничего цеплять он не будет. Но если именно с практической точки зрения, да, это дайверские часы, продвинутые, с крутой водозащитой, но хват здесь не самый удобный. Но
Из плюсов я бы сказал еще, что здесь есть возможность настроить безель, то есть можно его сделать пожестче, можно сделать помягче. Примерно так же делает, например, Breitling, и это хорошо, это удобно, это правильно. Отполирован корпус прекрасно, здесь зеркальная полировка практически по всему корпусу и даже по крайней части безеля. И с задней части у нас тоже полировочка. То есть здесь сатинирования я не вижу нигде. А единственное, у нас есть некоторое такое монетное рифление на безеле и на заводной головке. В этой версии каучуковый ремешок. Tropical, классический, да, винтажный, мягкий, тонкий. Мне очень нравится этот ремень. И в исполнении Сквали он прекрасный. Плюс фирменная здесь застежка идет. Единственное, что хотелось бы, это, конечно, система быстрой замены ремешка, потому что такого плана часы, они, конечно, требуют разнообразия. Хочется поставить и кожу, хочется поставить и НАТО, хочется поставить каучук. Вот, и поэтому было бы, конечно, классно, если бы у нас здесь была система быстрой замены ремешков. Ну, в общем, что есть, то есть. Сам по себе вот этот ремешок мне, конечно, очень нравится. Давайте посмотрим, чего у нас тут по весу. По весу на ремешке 103 грамма. Но нужно учитывать, что сам по себе корпус достаточно такой тяжеленький. Эти часы не идут ни на каких браслетах, и я думаю, что это правильно, потому что вот с такими ушками, да, с широкими, массивными, с этим безелем, и вообще с таким вот винтажным стилем, а эти часы ведь у нас родом из 60-х, конечно же, здесь, наверное, браслет не подойдет. Здесь нужен именно ремешок. Мой приоритет, наверное, если менять что-то на кожу, это должна быть кожа такая вот, видавшая виды, да, что-нибудь черное, матовое, такое жесткое. Вот это, наверное, отлично подойдет к этим часам. С другой стороны, здесь, конечно, и оранжевый, и синий, и много всего приятного можно к этим часам подобрать. Как и говорил, градиент плюс метки здесь печатные, аккуратные стрелки, заветная надпись Swiss Made. Ну и узнаваемый, по крайней мере, в фанатской среде, корпус. В плане полировки, в плане отделки здесь все на высоком уровне. Но, как вы понимаете, Сквали корпуса-то делать умеет. Если эти ребята делали корпусы для Бланпа, в том числе в свое время. И на самом деле до сих пор Сквали тоже делает корпуса для аутсорсинга. Ну что же, культовый дайвер сегодня на обзоре, и мне кажется, в плане соотношения цена, качество, история и дизайн здесь, конечно, все на высоте. Поэтому, если вам хочется что-то такое не мейнстримовое, да, но при этом с интересной историей, с классным дизайном, то почему бы и не посмотреть на Сквали. И меня радует, что компания развивается, что компания ушла от прямого хамажирования. У них было много хамажи Rolex. Это правильное направление. Они развивают линейки, они развивают свое историческое наследие и идут вперед. И за это можно, конечно, ребятам поаплодировать. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.